Добрый день, с вами Юлия Сайфан, я художница. В одном из моих видео я показывала работы на серых листах. У меня сохранились видеопроцессы как материал. Я собрала, чтобы показать из них самое важное. Все работы такого плана у меня в отдельном видео, ссылка на него в описании внизу. А расскажу я вам сегодня об этих 6 работах. Для этого я сейчас переведу изображение в черно-белое. На первом этапе были сделаны предварительные наброски каждой из этих работ. После того, как я заканчиваю работать над каким-то сюжетом, я выбрасываю эти тональные наброски. Здесь вы видите, как я это делаю обычно. Распределяю по пятнам по тону на светлое, среднее и темное. Первое, что вы можете здесь видеть, это светлое на темном или же темное на светлом. Чтобы не было у вас каши по цвету и тону, всегда перед работой следует определиться, что будет у вас самым светлым, а что самым темным. Давайте посмотрим, как я начинала каждую из этих работ. Беру сразу глубину, самая темная. Думаю о самом светлом, у меня это небо, и к нему беру по тону и цвету дерева. Заполняю весь фон цветом листвы дерева. Это у меня самое темное. И теперь на темный фон сажу светлый тон моего дерева. Прежде всего здесь у меня работа с задним планом, потом с передним. Начинаю с самого светлого. Распределяю пятна. Затем позже перехожу на передний план. Здесь у меня порядок такой: светлая, затем темная, и фигура у меня средняя по тону. Светлая, а затем темная.
Я хочу вам показать, как исправляю. Здесь у меня фигура была не тех пропорций, которые я задумывала. Все-таки у меня тут молодая девушка или подросток, а получился такой гигант с маленькой головой. Поэтому сейчас вы видите, как я стираю то, что было. Это позволяет водорастворимые материалы. Если вы пишете акриловыми красками, это легко записать сверху. Акриловые краски моментально сохнут. Масляными красками также легко управлять, просто тряпкой это можно снять. Или мастихином, если вы пастозно пишете маслом. Если вы рисуете масляной пастелью, ее также легко счистить мастихином. Чем больше вы испортите картонок, холстов, бумаги, материалов, тем смелее вы станете. Когда есть первоначальная задумка, шаг за шагом я к ней приближаюсь и ни на секунду не жалею, если что-то нужно в работе исправить. Я знаю, как это делать. Но бывают моменты, когда проще отложить лист и взять другой. Позже, в конце видео, я вам покажу такой момент. А сейчас давайте посмотрим, как я заканчивала все эти 6 работ. Детали уходят на заключительную часть работы. Определены все величины, все решено по цвету и тону. И только сейчас я могу уточнять фигуру. С котиком то же самое. Лицо девушки оставила на последний момент. Когда все на месте, дерево сидит в листе как надо, фигура в порядке, добавляю детали. Уточняю по силуэту фигуру.
Все время идет работа с силуэтом, и на последнем этапе отделяю левую ногу от правой. Бывает ситуация, когда результат не устраивает, я беру другой лист и начинаю заново. У любого художника бывают моменты, когда задумка не соответствует результату. Можно было бы исправлять до бесконечности, но по моему опыту лучше избавить себя от таких мук. Это преодоление. Через настойчивость мы развиваемся. У любого опытного художника есть своя протоптанная дорожка, как начинать, как вести, как заканчивать работу. Все зависит от личных предпочтений художника, но для того, чтобы они появились, эти предпочтения, должно пройти немалое количество сеансов живописи. Должна вам сказать, и это мой личный опыт, может быть, у кого-то все гораздо быстрее происходит в обучении, что без того, чтобы набить шишки, не испортить холсты, не потратить материалы, невозможно выйти на какой-то уровень, добиться результатов. Для того, чтобы получить результат, нужно любить процесс. В процессе могут быть разные непредвиденные ситуации, то, с чем вы никогда не сталкивались и через что вам тяжело проходить. Но если вы любите то, что вы делаете, и знаете, к чему, к какому результату вы хотите прийти, и у вас есть план, как к этому прийти, то все получится. Все, о чем я сегодня говорила, может стать для вас важным, а может быть нет. Помните, что люди могут достичь желаемого результата разными путями. Составляйте свой план и следуйте ему. Буду очень признательна за комментарии, лайки и подписки. Я не получаю никаких денег за свой труд. Поэтому слова поддержки очень важны для меня. До встречи на моем канале.